В исторических переулках Арбата есть маленький музей. Называется Дом Бурганова. Раньше здесь была мастерская, только мастерская, где я работал где-то 70-х годов. И с тех пор работы множились, выставлялись, вначале во дворе, потом около двора и дальше. И получился такой, сам собой создался музейчик. Ну и прохожие заходили, всегда были двери открыты. И это, было, так сказать, естественно возникло. А потом, значит, уже правительство Москвы решило дать ему статус. И вот так неожиданно возник Дом Бурганова на Большом Афанасьевском переулке. Что же здесь показывают? Музей посвящен, конечно, естественно, скульптуре. Скульптуры, которую я сделал за свою долгую жизнь. Мне уже 82 года. И здесь почти все, что я, так сказать, сделал, особенно то, что я сделал для себя. Конечно, я делал много работ еще и для нашей великой Родины, и для зарубежа. Там они стоят. А здесь все то, что делалось как бы не предназначено для каких-то заказов, официальных заказов. Здесь вещи сделаны как бы для своей души, по своему велению. И, в общем, для тех немногих, кому это интересно. Музей имеет еще маленький подзаголовок, как бы, во всяком случае, я не считаю, что я принадлежу к какому-то определенному стилю. Но сейчас говорят, что больше вот его позиционировать как музей московского сюрреализма. Да, у нас есть мои друзья, единомышленники, мы собираемся и как бы, позиционируем это направление, этот вид творчества, магический реализм или сюрреализм. И это началось, по-моему, первая выставка сюрреалистов была в 1994 году у нас. И она была даже в Третьяковке. Мы начали свое такое действие, такое свое направление с Третьяковской галереи. Там была первая выставка. А сейчас она проходит у нас часто и отдельными, и групповыми, и отдельными, так сказать, выставками. Ну, в общем, чего же интересного тут в этом сюрреализме? Интересно то, что люди заходят сюда и видят произведения искусства, которые ничего не иллюстрируют, а возникают как просто художественная игра. И не зря мы даже в своем музее делаем такую акцию. Это «Сделай сюрреалистический портрет». То есть кладем элементы различных там частей скульптуры, элементы конструкций. И каждый посетитель может поиграть, сделать себя художником-сюрреалистом. Дело не в том, что сюрреалистом, а просто художником. Потому что предполагается, что это возникает, так сказать, из сердца и ничем не регламентируется. И человек, когда работает, он сам удивляется. Вот он повесил нос со стороны, там, допустим, уха, а потом сделал еще цифру какую-то, и потом сделал, понимаете, знак сердечной любви. И вдруг неожиданно возник, не поймешь что, но что-то близкое, то, что ему созвучно, и то, что является частью его самого, какого-то образ или друга, или недруга. И вот эта игра, она и сообщает художнику ту радость, ради которой и существует искусство. Искусство существует для радости. Каждый человек, творя, дает открыть свои шлюзы и радоваться жизни.
Вот меня там спрашивают, почему вы часто употребляете там руку вместо головы, потом какие ваши такие вещи, которые вы считаете брендовыми, ну, у меня вот, которые как бы олицетворяют музей, это скульптура душа, которая вдруг там с дверцей, куда можно заглянуть, есть ли там душа, и поздороваться. Или там, допустим, это письмо, где вместо головы вот такой какой-то почтовый символ конверта, и есть какое-то сообщение, кому, куда, это второй вопрос. Конечно, самое главное в моем музее – это пространство, что оно замкнутое, что оно как бы отгорожено, но образует такую автономию от кипучей, так сказать, Москвы, даже от Арбата. Оно, в общем, имеет какая-то изоляция, и поэтому человек здесь как бы входит в другой мир, более спокойный, более камерный и более так обращенный внутрь самого себя. И у нас, значит, тут, ну что, вот составляющие этого. Это вот, видите, галерея Пегас. Ну, это вот, видите, такой дом нам потом дали уже, когда мы стали музеем. Мы его сами приспособили. Вот сделали такую аркаду, где выставили, собственно говоря, какие-то, ну, так сказать, образы, скульптуры. Сделали какую-то такую классическую, как бы, основу, ну, ансамбля. Называется «Аркада Большого Ангела», потому что вот Большой Ангел тоже как бы наш символ нашего музея. Это ангел, который как бы показывает рожденному человеку как бы этот мир, распахивает его. Такая символическая тема рождения человека и обретения им своего мира. А на самом верху вот эти раскинутые объятия рук, ну, это такой тоже символ музея, это как бы символ добра, благоденствия, братства, желания, так сказать, объединить всех в надежде на счастье.